Здравствуйте, мои дорогие друзья и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Инспирасьоне. Таро-прогноз. Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 августа. Давайте узнаем, каковы события, которые нас ожидают в этот короткий срок, с чем они могут быть связаны. И это общий прогноз. Я допускаю, конечно, что он не всем подойдет, но мы сделаем с вами сигнификацию. И я в то же время вижу, что у определенной части моих зрителей, ну, вот эти, видимо, расклады, прогнозы, они и нравятся, и служат подсказками, потому что и я вам благодарна безмерно за ваши комментарии. У меня не было таких в предыдущий период видео, но тут я вижу, что да, это актуально, и значит, если даже это кому-то помогает, хоть в каком-то проценте или на какую-то долю, значит, это нужно продолжать. Ладно, переходим к нашему прогнозу. И вначале мы своеобразную сигнификацию сделаем. С кем готовы говорить карты? Какую историю они готовы нам раскрыть? Для кого это будет актуально? Кто же вы? Что сейчас, прямо сейчас происходит в вашей жизни? Возьмем такую отправную точку, как точку отсчета. Так что же в вашей жизни происходит прямо сейчас? Чтобы вы могли определиться. Вот интересно, вы знаете, люди сильные смотрят, это точно, потому что это у меня третий расклад вот из этой серии, и я хорошо помню, первые две карты, первые два расклада выпадали все время победы, а здесь у нас выпадает туз пентаклей. Это как перезагрузка и новые возможности. Видимо, вы реалисты, мои дорогие, кто смотрит, потому что по этой карте идет тот человек, который что-то планирует делать или который готов и себя менять, и обстоятельства, или, может быть, буквально, и документы какие-то перезаключать, самому, ну, где-то двигаться в том направлении, которое он для себя поставил или видит, и высшие силы помогают. Вот по этой карте это как рождение чего-то нового. Ну, может быть, и буквально у кого-то так совпадает, да, и новые заботы. Мы все разные все же. Но эта пентаклевая карта говорит о том, что ваши усилия не пропадут даром. Вы действительно очень настойчивые люди, я бы сказала, очень целеустремленный человек. Вы знаете, вы не бездействуете, вы знаете, что вы от жизни хотите. Ну, точно знаете, с королевой мечей это та, которая, с одной стороны, или даже с самой главной какой-то позиции, это карта независимого человека. И вот от этой независимости, с одной стороны, нужно это сохранять, а с другой стороны, и есть реальность. По этой карте идет интеллект. Да, немножко такая холодная карта, потому что, видимо, наша жизнь, данный период у вас, мы ведь спросили, что происходит прямо сейчас. Хочется, первое, сохранять свою независимость, и уж точно не хочется действовать впустую или наобум, или где-то в надеждах, мои дорогие. У королевы мечей никаких тут надежд нет. Это карта рационального человека. И первое, себе не навредить, а из своих собственных возможностей выстроить такой шикарный прогресс, чтобы да, качество жизни резко пошло в гору. Вот как-то так. Но к этому явно у королевы мечей, когда она выпадает, всегда предшествовали какие-то очень сложные события в жизни. Может быть, были связаны с предательством или с давно затянувшейся какой-то историей, может быть, и по части личной жизни. Когда сколько себе не говори халва, слаще-то ведь не будет, правда? Время делать выводы и принимать уже, чем же я буду заниматься в последующий период. И пусть меня даже смотрят мужчины. Я допускаю, что у вас может быть связана, ну, какая-то история и с конкретной женщиной, такой, как вам кажется, холодно расчетливой. Но тогда я могу сказать, что, скорее всего, у человека будут груз забот или каких-то обязанностей. И когда, знаете, не все так однозначно и в ее жизни, тут не надо ее пытаться подстроить или сделать из королевы мечей такую, знаете, домашнюю кошечку. Из этого ничего не получится. Нужно принимать человека таким, какой он есть. Но все то, что я сказала, вот как энергия, все же мы по полу карту не рассматриваем. Но вот независимость, ведь это в основе прообраз Юдифи.
которая известна, да, она отрезала, так отрезала, я всегда об этом говорю. Недаром она с мечом все-таки нам всегда изображена. Но потому что есть что-то в прошлом, то, что надоело или не имеет никакого смысла к продолжению. Вот что-то такое сложное у вас может быть сейчас на кону. И смотрите, у вас выпадает карта мага. Для вас нет ничего невозможного. И, кстати, магу легко отказаться. Ну, почему? А нет никаких эмоций. Ведь это карта великого практика. Это карта того человека, который сам проходит свой собственный путь, сталкиваясь в предыдущий, опять же, период с множеством преград, с множеством какого-то недопонимания. Есть такой роман Соловьева, Всеволода Соловьева, два, точнее, романа, но это как продолжение одного и второго, да, вот взаимосвязь. Это «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер». Я предлагаю просто, кому любопытно, прочитать. Мне думается так, это мое личное мнение, что именно вот образ мага Соловьев изобразил достаточно точно. Что предшествовало, какое сложное детство, какие сложные события в его жизни происходили и как вот сложен путь к любви. Но, опять же, в основе лежит практика. Вот, видимо, у вас вот какой-то начальный этап, да, и как нового чего-то происходит, и вы понимаете, что надо защищать себя. Маг не надеется ни на кого. Он надеется на собственные силы, где-то на свою смекалку, безусловно, на свою интуицию, мои дорогие, потому что здесь все логикой не понять. Здесь нужно чувствовать где-то подсказки шестого чувства и собственного, и одновременно того, что происходит вокруг. И если на логику то, что происходит вокруг, переложить, так никакой логики, понимаете? Давайте посмотрим. Но перед вами огромные возможности. Может быть и правда у кого-то вопросы личной жизни, когда это и вы столкнулись с таким магом, волшебником, манипулятором, по сути дела. Так вот тогда, мои дорогие, неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины, вам ничего другого не остается самим быть вот этим манипулятором. Причем в хорошем смысле. Ведь это ведь карта мудрого человека. Где заканчивается мудрость и начинается хитрость? Очень тонкая грань. Это где-то вибрирует. Принцесса чаш. Это у нас, как, знаете, карта любящего человека. Но, может быть, и есть круг тех людей, которые вы любите, безусловно. Дети, близкие, ваша семья, родные. Может быть, это просто один человек. Да, вот это любовь. Но, может быть, ваша любовь, она какая-то неоднозначная. Все же меня смотрят разные люди. Поэтому вам приходится передумывать и вопросы личной жизни в данный период времени. Вот так рационально холодно. И вопросы финансов. И откуда к вам поступают деньги. Может быть, даже в личной жизни. Как-то вот вы сейчас в переосмыслении находитесь. Любящего человека – это хорошо, но иногда карта символизирует ожидание. Может быть, как ожидание обещанного. Вот явно вас кто-то водил за нос, так и хочется сказать, из тех, кто смотрит мои видео сейчас или продолжает смотреть. У нас выпадает пара. И, может быть, и такая история не очень-то приятная. Она была многообещающая, а в конечном итоге это складывается не в тот узор. И вы сейчас думаете так, но это может будет продолжено, может и не будет продолжено. Непонятно, ожидание явно какое-то присутствует. Есть то, что связывает людей очень, знаете, так емко. И это мы называем чувство. Когда, ну вот вдвоем здорово, хорошо, но есть еще и какое-то нехорошо. Или есть то, с чем вы не согласны. И вот я говорила, даже для мужчин, да, теперь то же самое могу сказать для вас, мои дорогие девочки. Когда и вы сами по себе, и мужчина сам по себе. Вот здесь нам показывают двух людей. Эти двое, они сильны по духу, по тому, что они намереваются делать, ну и где-то рассчитывают сами на себя. Может быть, одновременно у вас в этот период совпадает еще и с какими-то подписаниями документов, просчетом по, я имею в виду, просчитать дебет, кредит, да, приход, расход или, ну, какая-то финансовая ситуация требует вашего решения.
И тут все вместе, как в один какой-то ворох свалилось, и нужно разобраться вообще, что с этим делать дальше. И вам тоже ничего не остается, как быть магом. Здесь и каждый может быть магом по отношению в личной какой-то истории. Тут не совсем все однозначно. Для кого-то все же по королю мечей ситуация, когда мы сталкиваемся с сильными мира сего или сталкиваемся с законом, и мы не можем что-то продолжить, потому что закон этому препятствует. Может быть и так. Вы бы хотели, такое тоже часто бывает, мы много чего хотим, каждый, но с одной стороны есть наши ресурсы, с другой стороны есть и какая-то буква, положение, да, ее никак не обойдешь, это прописано. И вы пытаетесь найти выход из какого-то создавшегося тупика. Но одно я могу сказать, кто вы, если мы сказали, или что происходит в вашей жизни прямо сейчас. Вы четко понимаете, что пусть это отношения, денежная ситуация, ситуация работы. Это вот 3 ключевые карты. Туз пентаклей, маг и 4 мечей, день сурка. Вот из этого дня сурка любым образом я должен как-то выйти, вывернуться, выскользнуть. И вы оптимист. Вот вы знаете, и вам этот оптимизм, он, наверное, передается во Вселенную, потому что вам высшие силы, как я говорила, по тузу пентаклей помогают. Но тут действительно придется, может быть, и от чего-то отказаться. Вы знаете, вы можете испытывать некоторое сомнение, неуверенность. Кто-то может испытывать даже внутренний страх, несмотря вот на эту силу. Мы об этом страхе никому никогда не скажем. Но внутри нас все же вот этот, наверное, червь сомнения, он гложет. Никуда не денешься. Не то нырнуть вот обратно в эту норку, не то остаться. Мы ищем во внешних событиях как какую-то подсказку. Вот явно, может быть, поэтому вы и смотрите эти расклады. Ведь по преданию Сурок озирается, увидит он тень или не увидит он тень. А тени нет. Тогда примите во внимание. Мы где-то сейчас, может быть, проживаем в такое сложное время, в эпоху перемен, когда мы находимся словно в зазеркалье, и мы не отбрасываем тени. Мы сейчас словно в какой-то точке, да, ведь это тоже как и солнцестояние, да, или когда у нас полдень наступает, мы ведь тоже тени не отбрасываем. Так вот, вы балансируете между вот как бы полдень или это полночь какая-то, понимаете? Очень такой сложный, тонкий философский вопрос. Это и означает, что мы не знаем, как действовать. И наперед даже слушая интуицию, мы не можем что-то просчитать. Но вот такие 6 карт, но достаточно сложные. Единственный момент, что основное понимание того, что я все равно своего добьюсь, достигну. И поверьте, ваша уверенность именно сейчас, она будет творить чудеса. Ладно, давайте мы узнаем общий фон энергии на неделю. Что она нам принесет, нам с вами эта неделя, с чем она будет связана, что нам вообще ждать в ближайшие дни. Хочу даже сделать вот так. Так что ж нам ожидать? Король жезлов. Это нас будут, скорее всего, к чему-то уговаривать, склонять или какие-то нам будут выдвигать. Может быть, и предложения. Тут мы все разные. Мы будем слышать разные новости. Харизматичного лидера. Вот тут лидеры что-то нам будут говорить. У кого-то по работе, у кого-то средства массовой информации, у кого-то это может быть связано с конкретной личной жизнью. И вот ваш близкий человек тоже в роли этого лидера может быть. Но лидер сам не действует, и поэтому надеемся сами на себя. Мы понимаем уже как раз с учетом туза пентаклей, что да, новая идея – это хорошо, но она требует, чтобы я переложил или переложила на свою жизнь, создал какой-то тезис, план. И самое главное, не надеяться, что завтра оно как-то само по себе изменится к лучшему. Вот энергии таковы, что уговаривать, призывать нас могут. Но вот посмотрите, король сидит, а двое вон там буквально пашут. Вы можете столкнуться с такими и людьми.
У кого-то личная жизнь, двойка, договариваться, может быть, придется вот с такими лидерами сложными. И при этом ведь это всегда проходят те люди, которые обладают магнетизмом. Или когда мы слышим какие-то новости, они нам пусть тоже нравятся, это тоже как своего рода призыв. И нам хочется думать, что ну вот-вот и какая-то ситуация разрешится. Но по этой карте много обещают, но мало делают. Вообще ничего не делают. И вам рассмотреть идеи определенно стоит, но переложить на себя, как это вам может помочь. Договариваться вам, скорее всего, придется. И какое-то новое ваше направление, это точно, оно есть. По двойке чаш все же есть и радость, мои дорогие. Каковы энергии, мы спросили. Общий фон на предстоящую неделю. Ну, видимо, есть и призывы, но есть и радость. И для нас, посмотрите, карта мага и нулевой аркан. Причем сначала маг, потом нулевой аркан. Это как жизнь, вот где-то по тузу Пентаклей, как с чистого листа. Или это как новый этап жизненный. Но вы уже вооружились вот этими знаниями, словно вот эта магия, она присутствует внутри вас самих. Вы и не хотите получить какой-то минус, и поэтому вы более, ну, где-то собранные, где-то осмотрительные, включаете критическое мышление, это вот как раз по магу очень свойственно, но и готовы к тому вовремя остановиться, быстро что-то переиграть. Что-то может и выглядеть по-дурацки, а тем не менее в этом может быть своеобразная магия. Тут важно не отказаться от того, что мы слышим. Знаете, вот энергии предстоящей недели таковы: доверяй, но проверяй. Тут нужно проверять и перекладывать на себя. Если мы будем продолжать какое-то ожидание, бесконечный дождь, ничего не произойдет. Судя по тузу Пентаклей, меня смотрят те люди, которые сами готовы к действиям. Именно потому, что какой-то бесконечный дождь, да надоело, достало, заколебало, извините, вот что-то подобное. Это должно быть закончено, правда? Вот какая-то, как пауза безмерная, бесконечная, или какое-то бестолковое ожидание, или, может быть, мы какое-то время, к вам в вашу жизнь может и вернуться такой человек, вдруг, и начнет старые песни, а вы уже все прослушали, весь репертуар. И уже вам в какой тональности ты тут не спой или не сыграй, мелодия очень узнаваема. И поэтому не хочется себе, вот как по дураку, найти еще раз какие-то старые прежние грабли. Пусть даже они выглядят как-то иначе, по-новому. Правда, у кого-то будет соблазн. Вот все три карты будут говорить о соблазне. А вас будет останавливать какая-то прежняя история. И 13-й аркан будет говорить о том, что что-то завершается. А я бы сказала, завершается ожидание. Вот, видимо, будут те энергии, когда вы, как пантера, пума, перед прыжком. Не случайно. Опять же, вот первая карта, она самая емкая. И вот уже третий расклад, это я замечаю. Это, как, знаете, сразу нам освещает всю палитру событий на предстоящую неделю. Правда, перезагрузка, мои дорогие. Нет смысла что-то продолжать, ведь это что-то завершается. И ведь это карта выздоровления, возрождения. И снова нам повторяются вот эти энергии, которые я рассказывала по королю мечей или королеве мечей, принцесса мечей. А вы знаете, пусть не в этой колоде, я часто говорю, колода Таро иллюминатов есть. И вот то изображение, которое там присутствует, это как прообраз Медузы Горгоны. И ведь это была прекрасная дева, которая из-за чего пострадала? От своей наивности и доверчивости. Она не была такой, она была самой прекрасной девушкой. Но она была смертная, не такой, как ее сестры. И с ней даже боги добивались ее любви. И возненавидела ее, позавидовала Афина Паллада. Будьте внимательны, зависть может, или завистливые персоны могут вас сводить с пути истинного. К этому нужно быть готовым. Не будьте доверчивыми. И если это общий фон энергии, когда все то, что вы пережили, это, знаете, основной базис. И пусть это время было очень сложное, но оно вам сейчас позволяет не замечтаться. Хорошо, что вам нужно услышать, важно знать, что принять в расчет, во внимание. В ближайшую неделю, что нам подскажут карты. Так, что же нужно услышать?
Праздник какой-то будет, правда. Добрые вести какие-то будут. Что-то вас будет радовать. Или как мертвое тело сдвинется с точки. Имеется в виду, вы его сами сдвинете. Потому что вот первые шаги вы в чем-то делаете и видите уже какой-то праздник. Опять же, это ваши первые шаги. Рождение чего-то нового. И по тройке чаш это все-таки праздник. Может быть, это и по работе какой-то выбор, или по отношениям. Все же, давайте так, подытожим. Меня ведь смотрят люди с разными задачами. Но это не есть повторение чего-то пройденного. Нет, это уже совершенно новый какой-то этап. Еще раз тройка, любая тройка, карта будущего. И тут мы понимаем, что вот этому как птенцу или вашему плану, вашему намерению еще предстоит вырасти, окрепнуть, и нам придется за этим ухаживать. И это на будущее. Тройка жезлов – это вообще карта будущего, это мы видим вот эту звезду, и пусть еще нет каких-то явных предпосылок, но пусть даже через какие-то контакты, может быть, знаете, такие сложные отношения, когда кто-то из вас примет во внимание, что нет. Да, я вынужден или вынуждена быть осмотрительной, но на данный период времени я буду продолжать какие-то отношения, продолжать работу, потому что прямо сейчас, если я вот поставлю резко в чем-то точку или завершу, мне будет еще хуже. Мне это попросту не поможет. Поэтому я буду готов где-то к дипломатии, к каким-то договоренностям, продолжать их, двойка кубков. Ну, не карта любви, но у кого-то проиграется и по работе, что мы все-таки что-то продолжаем, мы радуемся. Но это элемент перезагрузки на будущее. Девушка уже планирует, что она с собой возьмет в будущее. И это очень благополучная карта. Вы смотрите вперед, вы уже не оглядываетесь назад. Вот это то, что вам нужно услышать. Не смотри назад, это правда. Посмотрите, по десятке жезлов есть все-таки то, что мы не можем бросить, как вот двое тянут эти арбузы. Своя ноша не тянет. Все же есть и ваш опыт, который вы должны, ну, или перевести во что-то новое, или переложить как вашу экспертность, ваш профессионализм. Жезлы – это у нас дела, работа, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Вот есть какая-то тяжесть, и есть у вас, мои дорогие, точно усталость. И карта, если мы спросили, что нужно услышать для вас, вам очень нужен отдых. Вам нужно как-то вообще, посмотрите, две карты будущего впереди. Вам нужно правильно свой график работы, труда и отдыха. Тут вам нужно что-то менять, приготовьтесь к этому. Может быть, вы долго не были в отпуске, вот буквально, и тогда нужно дотащить такие вот эти арбузы все-таки до дома. Ну, какой-то еще обрисован нам остаток пути. Но, может быть, за этот остаток, пока мы дойдем, мы так что-то и проанализируем окончательно. Но наше, оно должно остаться при нас. Есть то, что мы вынуждены сохранять. Но как только мы доходим до какой-то победной черты или это ваше внутреннее ощущение, до какого-то финала все-таки он будет, мы должны себе дать абсолютно точно какой-то отдых. Но вы себя будете благодарить за то, что вы выдержали какой-то очень длительный напряженный период. Видимо, это имело смысл. Для кого-то из вас был смысл определенный и в продолжении отношений, рабочих отношений, взаимоотношений просто, может быть, с разными людьми, потому что, ну, есть ряд или круг знакомых, которые вам помогают выяснить, допустим, как лучше обустроить какое-то дело, или обратиться к какому-то чиновнику, или вообще как подступиться к решению того или иного вопроса. Но у кого-то это может означать как ностальгия, какие-то прежние отношения. Вот посмотрите, тут явно по части личной жизни кто-то из вас будет пересматривать что-то. И почему? Карта любящего человека, но ничего ж не меняется, бесконечный дождь. А шестерка чаш – это воспоминания, как вот у этой девушки, когда она смотрит в воду, и ностальгия накрывает ее буквально. Эта карта очень такая двойственная в своем значении. Есть и колоды, в которых называется, извините, удовольствие. То есть у нас прежде было все-таки удовольствие. У нас есть что вспомнить хорошего. Но после этого хорошего пошла явно какая-то пауза. Вы, скорее всего, будете вот именно вот этот момент по части личной жизни что-то решать. Возобновится ли это удовольствие?
Вы знаете, вы можете получить даже конкретно у нас король мечей, 13-й старший аркан, как завершение, и восьмерка жезлов. Вы можете получить конкретную какую-то новость, информацию от персоны. Та персона, которая вам знакома. И у кого-то это по части личной жизни, а у кого-то это будет, может быть, я такое допускаю, как вот этот сверток, который орел нам как будто несет в лапах. Это документ, пакет какой-то, да, буквально документ, который, возможно, вы ждали, который для вас, ну, как новая точка отсчета или точка завершения, какая-то, опять же, перезагрузка. Может быть, это и в целом то, что вы слышите, какая-то новость будет очень важная, которая для вас будет означать, когда вы можете набирать темп, когда вы можете вообще тут что-то переиграть. И я вам, знаете, скажу так. Вы на неделе узнаете что-то такое, что вас подвигнет на какую-то активность или на активные действия. И у кого-то это будет путешествие по инстанциям, ну, может быть, буквально получили документ и понимаете, вот теперь пора, и вы будете двигаться. Или получили такую новость, и теперь пора. Или это будет связано с конкретной персоной, и вы тоже понимаете, ладно, и тут у каждого по-своему. Кто-то будет просто держать баланс даже на какое-то время, потому что на будущее, на какой-то период мне это может помочь. А кто-то из вас может тут вообще все переиграть. Но по восьмерке жезлов это всегда неожиданные новости. Это карта скорости. Что-то ускоряется. То, что было либо на паузе, или то, что было где-то связано с вашими сомнениями. Ладно, что же еще? Что важно знать? Не замечтаться. Вот смотрите, день сурка, он должен закончиться. Дальше у нас выпадает прообраз, я говорила, Медузы Горгоны, которая пострадала от доверчивости и наивности. Вот и нам снова, как знаете, жизнь может устроить экзамен, проверку на иллюзии. Воспарим мы на этой бабочке, как змей воздушный, да, и нам кажется, эх, и мы удержимся, еще и 7 кубков с собой возьмем. Или мы будем реалистами. Вот реальность и наше желаемое, или желаемое и действительное. Давайте узнаем, так в чем же риск? В чем риск, мои дорогие? Тут что-то неоднозначно, все-таки я так вижу. В чем риск на предстоящую неделю? С чем это связано? Вы знаете, мы можем быть очень уверенными, и в этом тоже может быть риск. Нам ведь уже сказали, что, а это ведь великий консерватор, как известно. Да, этот консерватизм иногда бывает совершенно необходим, но чтобы в конкретном деле что-то просчитать. И все. А тут все неоднозначно нам говорят. Если мы начнем верить, например, какому-то человеку, персонажу, у нас тут выпал король жезлов, и потом начнем просчитывать, отталкиваясь от того, что нам обещают, то, ну, наверное, мы себя подвергаем риску, это точно. С чем плоховато? С вдохновением у короля Пентаклей. С одной стороны, карта говорит, в чем риск. Явного риска нет вообще. Но вот через вдохновение или через какую-то перезагрузку. Когда мы можем, ну, где-то будет соблазн ничего не делать вообще. Или думать, что все вернулось на круги своя. Или думать все время, что я ведь все контролирую. А нам уже сказали, да нет, ты не контролируешь. Но на какой-то этап ты этого не видишь. Поэтому будьте внимательны. Прекрасная, кстати, карта. Вот тут контролировать это не значит где-то подзастрять в своих прежних методах. Тут методы явно нужно менять. Или вашу стратегию, тактику. Здесь быть готовым, как, знаете, ну, опять же, к какому-то прыжку, словно, может быть, и квантовому. Когда, первое, вы имеете запасной аэродром. И пусть этот запасной аэродром или это как, знаете, пространство такое символическое, которое вы определяете для себя сами. Да, это не трон, где восседает этот король, но это пространство. Когда вот мы столкнулись с чем-то, и вот представьте, вы стоите, вы один или одна, и тысячи неопределенностей, и вы на момент стушевались. И в этот момент очень важно, когда вы полшага можете сделать назад, для того, чтобы как минимум вздохнуть,
отдышаться. Или как отступаете словно, да, находясь в каком-то более надежном пространстве, и вы имеете маневр или пусть какие-то минуты, время, часы, что-то подумать, что я буду продолжать. А если завтра будет что-то меняться? Вот запасной аэродром для вас наиболее предпочтителен, нежели чем полная уверенность. В чем риск? Явно тут будет риск, посмотрите, когда мы чересчур будем доверчивы. Тут есть риск в партнерстве, правда. Каково бы мне, ну не очень приятно мне это говорить, потому что тут это по-разному может быть воспринято. Ну давайте начнем с чего мы начали. Королева мечей. Я сказала, карта независимости. Выпадает дальше двойка кубков. Любовь, эмпатия, радость. Это где-то... Ну, может быть, у вас, кстати, может быть, под конец недели даже, я такое могу предположить, потому что у нас 25 числа планета Венера, а мы можем чувствовать этот транзит загодя, за пару-тройку дней. Планета Венера переходит из знака Рака, это про эмпатию, это про любовь. Это мы где-то, ну, так подраскисли. Нам есть что-то приятное. Ну, и это здорово на самом деле. Вопросы семьи, вопросы пары. Есть то, что радует, приятное общение и так далее. Так вот, планета Венера переходит в знак зодиака Лев. Она переходит в Лев, и если мы по Венере в Раке мы спрашивали или говорили «просто потому что люблю», а по Венере во Льве мы спрашиваем у самих себя, какой в этом смысл. Ну, я так условно. Я, кстати, приглашаю на свой сайт. Я оставлю все ссылки на свой сайт и на разные статьи под видео. Придите, прочитайте. У меня есть статья «Астрологический прогноз» до конца августа. Я думаю, подсказок будет больше. А там еще и присоединяется, кстати, 25 числа, 23, извините, числа августа у нас Солнце входит в знак зодиака Дева. А Дева – это критическое мышление. Ну хорошо, отношения, сюсю-ля-ля, все прекрасно. А смысл какой? А что из этого будет? Опять какие-то обещания, а потом вот этот ноль. Или бесконечный дождь. Или действительно я могу на что-то рассчитывать более рационально. Вот такая смена парадигмы. Поэтому я и говорю, тут вроде как вы уже настроились на что-то новое. А тут на тебе старые песни какие-то. Вот я уже об этом сказала. Вот что-то подобное. Мы смотрим, в чем риск. Как минимум есть один человек, которому, ну, даже если вы с ним вынужденно сотрудничаете, присмотритесь, мои дорогие. Я тут вижу именно риск в партнерстве. Или вам кто-то что-то обещает. В чем риск? Что вы потратите деньги. Что вы будете безмерно кому-то помогать. Ну, может быть, и не безмерно, может быть, это даже ваши близкие. Но вот кто смотрит мой прогноз, мои дорогие? Вам даже близким нужно где-то сказать «нет». Затянуть поясок. Правда, шикарная карта финансового успеха. Но ведь карта не предусматривает, что мы кому-то помогаем. Хоть она-то сама по себе именно этот смысл и несет. Но она несет тот смысл через вот это изображение. Помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. У тебя сегодня вот какая-то ситуация сложилась, но ты думаешь, что ты все контролируешь. Опять же, возвращаемся к тому, с чего мы начали. Правда, финансовая какая-то тема, она для вас как сопряжена с некоторым риском. Деньги будут, это точно. Это карта финансового успеха. Но вам карта говорит однозначно. Вот именно на ближайшую неделю копейка буквально или цент, да, там доллар, евро или рубль бережет. Меня смотрят люди из разных стран. Поэтому перекладывайте на себя. Не время тут тратиться на что-то, но вот почему-то такой период времени. И вам время подумать о себе, подумать об отдыхе. Может быть, кто-то и решит отправиться в отдых и потратить деньги на себя, но тогда тоже вам придется что-то считать. И тем не менее, где-то предусматриваете, что в будущем явно будет что-то меняться. Что вас удивит, давайте мы узнаем, что всех нас удивит в предстоящую неделю
С 18 по 24 августа что нас с вами будет удивлять? А тем не менее, вот какую-то красивую траекторию по финансам вы можете построить. Но она будет сродни, ну, где-то и с экономией связана. И это не та экономия, когда вы себе откажете, а вы как-то по-другому приоритеты свои финансовые расставите. Ну, представьте, что это как лото какое-то вы, да, или в шахматы сами с собой играете. Вот как-то фигуры вами будут расставлены по-другому. Или статьи вашего дохода и расхода. Они будут распределены тоже иначе. И это неудивительно, у нас Уран в Близнецах. Уран все дробит. Он все тут переигрывает. И нам нужно быть гибче. Поэтому нельзя быть вот таким, с одной стороны, вроде как консерватор, да, умеет сохранять, но иногда-то надо и потратиться, давайте прямо скажем, а иногда нужно и сэкономить. И вот вам где-то этот баланс, мои дорогие, нужно найти. Но я вам должна сказать, тут ведь какая-то перед вами финансовая перспектива явно светит с каким-то хорошим продолжением. Ведь это карта шестерка пентаклей, помощь высших сил. Но эту помощь, ее нужно приумножать. Или карта говорит, это тебе сейчас помогают высшие силы, или обстановка так складывается. Но если ты соскользнешь на необоснованные траты, расходы, то ты опять себя как будто сведешь вот к этому нулю. Вот, может быть, это финансовая история. А что вас удивит, по девятке чаш явно есть прогресс по финансам. Или у кого-то, ну вот именно в этой колоде нам изображена вся семья. Может быть, это ресурсы вашего партнера, может быть и так. Или какие-то приятные взаимодействия с вашими близкими. Ваша семья может быть к вам более лояльна в этот период. А вот кто знает, или близкие те, которые, ну, все же разные бывают и по взаимоотношениям истории, даже с близкими людьми. Кто удивит? Тут кто-то может быть лояльный только лишь потому, что ждет, что вы ему поможете. Вот, кстати, у нас рядом риск, я не случайно вот эти два вопроса, в чем риск и что удивит. Так вот рядышком складываю, прямо скажем. И наша жизнь, она многогранна. Вот кто-то может льстить или что-то такое приятное говорит, чтобы мы расслабились. Но у человека свой план, и это может быть кто-то из вашего ближайшего круга. Ну, пусть это одному-двум важно услышать, а тем не менее у вас на кону, что удивит, новые возможности заработка или продолжение вот какой-то вашей финансовой стратегии и тактики. Вот смотрите, что-то будет завершаться, у кого-то что удивит? Может удивить даже контакты с конкретным человеком или человек внезапно появится, потому что вверху у нас как раз карта скорости и где-то неожиданность, неожиданной трансформации даже, и аркан влюбленный старший. И это всегда внешняя ситуация или то, что связано не мы инициируем, а другие люди. Может быть, в этой колоде вообще нам говорят о взаимопонимании. Может быть, вас удивит, когда кто-то из ближнего, да, вот даже, к примеру, может быть, это ваши дети, у кого-то внуки, у кого-то, ну, как приглашение, может быть, на свадьбу. Вот я, кстати, такое допускаю срочное, невзирая на тысячи превратностей мира или какие-то наши обстоятельства, в которых мы находимся, и очень-очень сложная жизнь-то ведь продолжается, и кто-то бракосочетается, такое у кого-то тоже может быть, потому что в этой колоде все-таки тут про любовь. Есть какой-то союз, который мы точно, по крайней мере, на эту неделю мы будем продолжать. Общение, контакты. Но и карта выбора, но тут, может быть, и приходится что-то выбирать. Сложный выбор у вас может быть. И это где-то вас удивляет. Что вас еще удивит? А вот вы кому-то не верите. Вот и правда, правильно делаете. Опять же, уже транслирую, показываю вот этот последний ряд. Ну, правда, день сурка, обещание. Или когда мы, может быть, уже и сами боимся. Но не должны мы снова ляпсус какой-то допустить, чтобы из-за своей наивности мы пострадали. И вот эти иллюзии, они должны уйти, безусловно. Опять же, семерка. Воздействие извне. Всегда, когда семерки, если я говорю, что тройка – это карта будущего, а семерка – это воздействие извне. Нас могут, ну, вот так вот в эти иллюзии погружать, словно обещая нам золотые горы. А может быть и такой человек, который нас обманывает. А почему нет?
Но, видимо, по семерке нам говорят, что ты не замечтайся. Ты можешь загореться каким-то планом или каким-то предложением, даже от лица знакомого, может быть и так. Но даже если ты принимаешь какую-то чужую игру, ты должен четко для себя обозначить какой-то барьер, когда ты скажешь: нет, вот на этом дальше я как бы завершаю, и все мои иллюзии заканчиваются. Это правда, потому что вот как этот молодой человек, девушка, вот мы в первую очередь, вот как эта девушка, закрыв глаза, она прилегла вот так вот на плечо вот этому кавалеру и уже расслабилась. А у него глаз горит. Он смотрит на эту красотку, которая так игриво улыбается, завлекает павлиньим пером. Вот нас могут таким павлиньим пером пытаться еще раз увлечь. Поэтому будьте реалистами, вас что-то действительно удивит. Причем либо извне, это какая-то новость, когда вам именно хочется, нам ведь хочется по семерке, либо хочется в чем-то проучаствовать, либо нас что-то интересует. А карта нам говорит, что ты уже как будто на эти грабли наступал. И потом это закончилось вот таким днем сурка. Ну и давайте мы спросим, куда заведет судьба? Вот наш расклад. Куда заведет судьба? К чему все идет? Куда заведет судьба в течение недели, да? Вот такие интересные события, главное, неоднозначные. Давайте узнаем, к чему же все это идет, мои дорогие. Ну вот точно, у вас должна какая-то путаница, вы в ней как разобраться. Посмотрите, девятка пентаклей, безусловно, это финансовое благополучие, это возможности, это еще и сбор урожая. Это может быть как иногда и отдых, кстати, или временное. Мы уже с вами столкнулись с этим, да, вопросом, потому что нам сказали: донесешь свои арбузы. Вот что-то ты когда делал до какой-то точки предела, обязательно отдохни. Какая-то перезагрузка у тебя должна быть. Тогда ты становишься магом и волшебником. Уставшие люди делают ошибки. И мы на этой волне, когда мы света белого не видим, но мы тут кучу ошибок можем совершить. Поэтому отдых совершенно необходим. Но и, может быть, как раз он где-то и помогает. Я не имею в виду ту расслабленность в непонятно какой период времени. Нет, это может быть день, два, или может быть даже, ну, для кого-то само путешествие, перезагрузку себе какую-то нужно устроить, переключить как внимание на что-то другое. Потому что тема финансов, мои дорогие, она как тема номер раз. И у вас сейчас есть такие возможности. К чему все идет? К деньгам. Вот у многих из вас пересмотр стратегии, тактики. И, кстати, первый аркан, туз пентаклей, это как зернышко, которое мы садим в надежде получить денежное дерево. Или вот этот виноград, символ благополучия, изобилия и процветания. Так вот, куда же заведет судьба? Нас может завести судьба, мы как будто можем оказаться, кстати, и пятерка пентаклей в своеобразном выборе или в какой-то сложности. Нас заведет, может завести, по крайней мере, от наших правильно или неправильно принятых решений. Нас может завести судьба, когда мы окажемся как в какой-то ловушке, может быть, даже так. Давайте последовательно положим. Потому что как человек сидит под мухомором, вопросы связаны с жильем, и пятерка пентаклей недостаток еще и по финансам. Недостаток во взаимопонимании, и мы можем где-то, ну так и лопухнуться по части наших финансовых просчетов. Есть риск, мои дорогие, риск точно есть. И это вторая позиция, которая у нас попадает именно на партнерство, я говорила, по двойке жезлов. Будьте очень внимательны. Ладно, давайте мы с вами узнаем, куда же заведет судьба или к чему все идет. Королева чаш, да, все то, что я сказала по шестерке пентаклей. Тут могут быть ваши уже планы, куда потратить деньги, или карта любящего человека, карта ожидания, может быть, где-то и вы в ожидании, но деньги просчитай, иначе к чему все идет? У тебя сегодня деньги приходят, а потом ты будешь ждать. Поэтому смотрите так вот в горизонт, совершенно необходимо. И, кстати, вот эти вот две тройки, которые у вас выпадали,
Может быть, они об этом и говорят. Просчитывай, просчитывай на будущее, в том числе и финансы. Твоя жизнь делится сейчас на период до и после. Время принимать решения, но и решимости еще, когда мы с своего пути уже словно не сворачиваем. Но соблазны у вас будут. И вот чем заканчиваются соблазны? Как вот таким мухомором или бесконечным пустым ожиданием. Будьте внимательны. К чему все идет? Ой, какое-то вам решение придется делать однозначное. И знаете, может быть, это и сложное решение, но это означает, я всегда говорю, по тузу мечей, это мудрое решение. Это как заканчивается путаница и заканчивается какой-то лабиринт. Вот с чем-то, хоть с одним, но вы разберетесь. Может быть, это и будет информация, как что-то завершается. Может быть, это и вы завершите, но к этому придет какая-то или информация, или еще ну, какие-то события вот такие срочные случатся. И вы понимаете, нет, вот в этом направлении я не пойду. И вот, как понимаете, направление изменил и сразу увидел выход из этого лабиринта. Вот сродни чего-то такому. И у вас перезагрузка, вот это туз жезлов, я часто это говорю, да, иногда это как возможность, но это не совсем, знаете, та возможность, которая в данный период времени. Это может быть связано, опять же, где-то и с информацией, или с желанием какого-то человека. И вот, видимо, с учетом вот этих двух тузов, вам придется принимать важное решение, которое может быть достаточно непростым. Но так или иначе, мы смотрим вперед. Для вас постоянно нужно не оглядываться назад и не повторять какую-то историю. И где-то не замечтаться. Для нас, для всех, мои дорогие. Потому что то, что обещаемо и уже знакомо в обещаниях, явно это мы будем еще какой-то круг нарезать по этому лабиринту, а желательно выйти. У вас есть такая возможность. К чему все идет? Давайте достанем последнюю карту. Ну вот все то, что я сказала. Принцесса жезлов называется карта «Служанка в ожидании». Весь наш расклад. Вот нельзя быть служанкой, неважно, кто смотрит, девочки или мужчины. Это мы ждем, что кто-то откликнется, или какой-то вопрос решится, или наконец что-то устаканится. Но если это связано с внешними событиями, может быть, на какой-то период времени, но это уже более рациональное ожидание. Это не про надежды, а должна прийти какая-то к вам конкретика. Ну вот время делать выводы и строить конкретные тезис-планы на будущее. Причем план А, план Б, план С. Потому что, как мы говорили, отступить полшага назад, скорее всего, вам, возможно, придется. Помните, что у вам время дает много возможностей. Не удерживайте то, что пытается само от вас. Как уйти, так и оттолкнуться. Какая-то история должна быть завершена. И свои собственные силы, как и в рост, может быть, финансов. А финансы это где-то помогут тоже проходит. Вот когда маг, ну, где-то так рационально, холодно начинает мыслить, к нему приходит вот именно это финансовое благополучие. Никогда финансовое благополучие, к сожалению, не связано с эмоциями. Иначе было бы в нашей жизни все бесконечно хорошо. А в реальности-то ведь оно так не бывает. И именно когда мы себя как вынуждены в какие-то, может быть, и сами рамки поставить, или что-то начинаем просчитывать, где-то, ну, вот так холодно в расчетах по отношению собственных желаний. Но это нам дает возможность перезагрузки, а самое главное, уверенности в будущем, в завтрашнем дне. Потому что, посмотрите, у вас одни из лучших карт в колоде, которые именно про финансы. Пусть это девятка кубков, здесь изображена семья, но все же это карта достатка. Даже я ее называю картой эгоиста, потому что на данный период времени у меня есть все. Или это все может быть. Вы можете столкнуться с таким человеком, когда, допустим, он вам что-то обещает, но когда доходит дело до конкретного участия, он куда-то пропадает. А потому что своя рубашка ближе к телу или свой карман, он и есть свой карман.
делиться он не намерен. Но вы и без таких персонажей можете отстроить свое собственное благополучие. Главное, правильное решение принимать. И здесь вы на выборе. И в эту неделю, вполне вероятно, я такое могу предположить, к этому все идет. Что какой-то выбор, он как складывается день за днем из событий или из взаимодействия. И в конечном итоге вот ожидание должно быть закончено. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь, за вашу поддержку, за вашу помощь. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.